Привет, мои дорогие, ну что, заждались? Я тоже заждался. Украдет ли Урсула фон дер Ляйен российские деньги? Ну, а в этот момент произошло очень много интересного и полезного. Сегодня там Зеленский делал кучу заявлений, даже Мерцятина делала кучу. Но очень важное событие, дорогие мои, что одесситы уже будут спать спокойнее. А сейчас я вам расскажу почему. Ну, видео я покажу в самом конце, чтобы не прилетело ко мне никакое, да, там, предупреждение. Я его покажу реально в самом конце. А сейчас прочитаю, вы поймете и немножечко, как говорится, расскажу об этом. На участке, внимание, автодороги М15 Одесса-Рени в направлении Бухареста на территории села Маяки, помните, я говорил об этом, движение транспорта временно перекрыто. Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. Что произошло, дорогие мои? Подорвали уже, ну, еще не совсем, удар был по основе Маякского моста, через который как раз из Молдовы завозятся в Украину дроны, но в Одесскую область. Это один из стратегических мостов, которые соединяют, ну их два. Один Затокский, да, который сейчас там валят жестко, и я уверен, завалят его до конца. Вот сейчас вот будет еще одна атака, и я уверен, его добьют. Он утонет. Ну, советское качество, как понимаете, тяжело. Также и с Маякским. Одной герани не хватило. К сожалению, есть пострадавшие, есть погибшая женщина, к сожалению. Одесситка или нет. И также остановленное там движение. Ну, я думаю, там еще будет пару прилетов, и тогда Одесса будет вообще выдыхать. Потому что я не первый раз вам рассказываю, из-за того, что из Молдавии тянут туда, точнее в Одессу тянут дроны, которые изготовляются также в Молдавии. И этот мост, ну и не только там еще оружие, которое через Румынию, да, там завозят. Вот, все тянут через вот этот вот мостик и тянули через железнодорожный мостик в Затоке. Ну вот еще чуть-чуть, и история закончится. И Одесса выдохнет наконец-то. К сожалению, жителям Бессарабии будет очень тяжело. Ну, я думаю, будут перевозить эти в любом случае, там, всякими катерами и так далее. Ну, логистика у них намного усложнится. Во-вторых, она будет очень видимая. То есть люди будут видеть, да, что там катерами что-то вывезли, куда. И, конечно же, сразу же будут следить за этими маршрутами. Ну, Одесса выдохнет, а напряжется уже непосредственно Черновцы. Причиной ограничения является ликвидация последствий атаки БПЛА. Так, ну, мы ждали, что сегодня там в Брюсселе произойдет. Урсула фон дер Ляйен заявляла, что никто не уедет из Брюсселя, пока не заберут деньги российские. Ну, имеется в виду из Евроклира, у Бельгии. Бельгия там противостоит всячески, Россия тоже не молчит. Я вам об этом постепенно прочитаю, но вот давайте послушаем Мерца. Да? Мерц заявил, что хочет ввести войска Германии в Украину, как только будет достигнуто перемирие. Также он заявил, что Бундесвер будет наносить удары по России и по русской армии, если Россия нарушит условия перемирия. Ну, в телеграм-канале своем, что у меня камера куда-то вверх смотрит, ладно, потом исправим это. Я уже писал в своем телеграм-канале, что он может только наносить смазку на свою жопу, и все. Больше ни на что он ничто он наносить не может. Поехали дальше. Очень такой внимательный звоночек. И я вам растолкую, что к чему. США одобрили крупнейший в истории пакет военной помощи Тайваню на 11 миллиардов долларов. Это пишет Reuters. На самом деле, дорогие мои, мы видим развитие событий, которое сейчас происходит с двух сторон. Первое – это Венесуэла. Второе развитие событий идет непосредственно на Тайване, которое приближено к Китаю. Венесуэла чем примечательна? Тем, что Китай покупает 90% нефти, вырабатываемой, ну, там, вынутой, да, из венесуэльской земли, ну и 10% Испания. То есть Испанию там сильно не ударит это. Но по Китаю да. И также с Тайванем. Так что это такой хороший звоночек. А теперь я вам картину разложу. Да? Сейчас картина складывается достаточно четко. США
фактически делегирует украинский конфликт Европе. Вот почему Европа и рвет попу поэтому, да. Именно поэтому европейская элита, ну я имею в виду по поводу денег, так судорожно цепляется за продолжение войны и за российские активы. Им нужны деньги, чтобы тянуть этот конфликт дальше. Ну, давайте дальше разберем, что к чему. Америка при этом аккуратно уходит в сторону Китая. Она прекрасно понимает, что не может одновременно вести противостояние с Россией и с Китаем. Приоритет все равно будет Китай. Все остальное вторично. Венесуэла здесь ключевой момент. Около 90% ее нефти уходит в Китай. Давление, блокада. Вся эта история – это не столько про Венесуэлу, сколько прямой сигнал Пекину. Точно так же и ситуация с Тайванем. 11 миллиардов долларов помощи, поставки хаймерсов, дронов и вооружений. Схема очень знакомая. Примерно так же все выглядело перед началом конфликта в Украине. Отсюда и стремление Европы забрать российские активы. Логика простая. Война остается на Европе, ну, имеется в виду российско-украинская. Деньги нужны срочно, США выходит из прямого участия. При этом в Вашингтоне понимают важный момент. Если Россия закрывает украинский вопрос, она получает возможность активнее помогать Китаю ресурсами, логистикой, энергией. А это для США крайне нежелательный сценарий. Поэтому стратегия выглядит иначе. Украину и войну с Россией максимально передать Европе, растянуть Россию на этом направлении, не дать ей полноценно включиться в поддержку Китая, а Китай в случае эскалации, в свою очередь, не может эффективно помогать России. В итоге все сходится в одну точку. США стараются красиво выйти из украинского конфликта, не потеряв лицо, переложив ответственность и расходы на Европу, сосредоточившись на главном противнике Китае, дорогие мои. Ну, я думаю, вы все поняли и увидели эту логику. Войну, они как бы выходят оттуда из этой войны, да, но при этом не с каким-то там подпорченным лицом, но уходят на основную свою цель – это Китай. Поехали дальше. Вот уже непосредственно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь заявил, что конфискация российских активов с целью финансирования Украины фактически означало бы втягивание Евросоюз в прямой конфликт с Россией. Перед началом саммита ЕС в Брюсселе Орбан изложил свою позицию в соцсети, указав, X имеется в виду, указав на, по его мнению, неизбежные политические последствия такого шага. Конфискация российских активов для финансирования Украины – это объявление войны. Забрать деньги одной стороны и передать их другой – значит втянуть ЕС в конфликт, написал он. Он также подчеркнул недопустимость подобного сценария и отметил, что его позиция разделяется не только Будапештом. Это ни в коем случае нельзя допустить. К счастью, я не единственный, кто так считает. Да, дорогие мои, я вам там прочитаю, там тоже и итальянцы возмущаются по этому поводу, и другое. Вот теперь реакция непосредственно самой России на то, что происходит. Россия может конфисковать западных активов на 127 миллиардов долларов в ответ на использование ее замороженных активов для помощи Украине, пишет FT. Эта угроза встревожила такие страны, как Бельгия, Италия и Австрия. Ее рассматривают на уровне ЕС, говорят источники. По данным Киевской школы экономики, мне нравится, да, Кремль уже конфисковал или заморозил активы как минимум 32 западных компаний в связи с ранее возникшими спорами, что привело к убыткам в размере не менее 57 миллиардов долларов. Россия может конфисковать местные дочерние предприятия европейских компаний в соответствии с указом, подписанным Путиным в сентябре, который вводит ускоренную процедуру национализации. Кремль это решение как способ быстро реагирования на враждебные действия, такие как конфискация активов ЕС. По мнению бельгийских чиновников, Евроклир станет первой жертвой потенциальных ответных мер России, поскольку активы ее клиентов на сумму около 17 миллиардов евро до сих пор заблокированы там и находятся под угрозой. Издание пишет, что 2315 западных компаний по-прежнему активно работают в России. К ним относятся российские филиалы таких банков, как австрийский Райффайзен и итальянский Юникредит, которые получили значительную прибыль во время войны, которую они не могут вывести из-за запрета на выплату дивидендов.
По данным Киевской школы экономики, в прошлом году иностранные компании заработали в России 19,5 миллиардов долларов прибыли. Конфискация российских активов может затронуть западных инвесторов, владевших акциями российских компаний, торгуемыми на бирже до вторжения, а также западные компании, имеющие доли в российских корпорациях или осуществляющие деятельность в стране. Также в начале войны Россия запретила западным инвесторам продавать свои российские ценные бумаги и выводить вырученные средства. Дивиденды и купоны хранятся на так называемых счетах типа СИ, которые под контролем России. Они могут быть конфискованы. Дивиденды ВР от ее 19 и 75% доли в Роснефти, по словам бывшей сотрудницы Центробанка России Александры Прокопенко, вероятно, составляют около 340 миллиардов рублей. А согласно решению суда от 2024 года, JP Morgan имел 243 миллиарда рублей в российских активах, в основном на счетах типа С. Это один из козырей Москвы. Если Европа предпримет какие-то действия в отношении резервов России, Россия может просто перенести средства со счетов типа С в свой бюджет, сказала Прокопенко. Это дает им источник прямых доходов, когда они испытывают дефицит и перерасходуют средства на оборону. Этот шаг также покажет, что Россия готова ответить тем же, добавила она. В отличие от Европы, Кремль может сделать это быстрее, не увязывая в судебных слушаниях. Все это беспокоит страны ЕС и увеличивает их сомнения в целесообразности выдачи репарационного кредита под залог замороженных российских активов. На прошлой неделе итальянское правительство поддержало решение ЕС о бессрочном замораживании российских активов, но также выразило обеспокоенность по поводу потенциальных рисков использования для финансирования Украины. Итальянский парламентарий Клаудио Борги, из входящей в правящую коалицию партии Лига, предупредил о последствиях, если ЕС реализует свои планы. Как можно думать, что фактическое воровство денег другой страны не приведет к дальнейшей катастрофе, сказал Борги FT. Первым следствием будто, что Россия почувствует себя вправе конфисковать все иностранные активы. Австрия тоже обеспокоена, что Москва может предпринять попытку национализировать дочку Райффайзен, крупнейшего австрийского банка, выручка которого в России в прошлом году составила 2,9 миллиардов долларов. Это неизведанная правовая территория. И, честно говоря, растет непонимание того, почему комиссия просто не проводит больше переговоров с государственными членами и, по крайней мере, не дает им почувствовать, что их опасения принимаются всерьез, сказал австрийский чиновник. Дорогие мои, Зеленский тоже не может угомониться по этому поводу. И тоже он сегодня был в Брюсселе как раз по этому случаю, убеждает всех, что российские активы очень важны. Путин откажется от дипломатии, если Украина не получит репарационный кредит, заявил Зеленский, от ЕС. Тогда он решит продолжать войну. На самом деле Путин не решает, продолжение войны будет зависеть от того, украдут или нет, а от того, как идут мирные переговоры, ход мирных переговоров. Но, как мы видим, Зеленский всячески их оттормаживает, как я вам и говорил, для того, чтобы они успели украсть эти деньги. И, как видим, у нас пазлы складываются. Трамп также принимает в этом участие. Он объявляет дедлайны, показать, какой он там суровый по отношению к Украине и к Европе. Но дальше начинается вот это очкозамыливание, о котором говорит Путин. И Путин уже прекрасно понял, что это просто игра. И будет продолжаться все дальше, как и продолжалось. Поехали дальше. Такая минимальная новость, но она под размышлением. На уральского правозащитника Алексея Соколова завели дело о госизмене, пишет BBC. Ну вот, вроде ни о чем статья, но хочу со своим, как говорится, нестандартным мышлением повернуть это в другое место. Дорогие мои BBC, когда вы будете писать о каких правозащитников и других людей, которые высказывают свою точку зрения, садят в Украине. Почему вы ни про одного из них не говорите? Вот у нас служителя церкви, да, водят в наручниках, он тяжело болен. А BBC об этом ноль, ничего не пишет. О десятках тысяч
заключенных сейчас в тюрьме за комментарии, за альтернативные взгляды на все, на войну. Десятки тысяч людей. Понимаете? BBC, опять же, слава богу, что BBC начали писать о том, что люди гибнут уже в России, да, от налетов украинских дронов. Но так вы также должны и писать о том, что в Украине садят людей, о том, что у меня уголовная статья, у других блогеров, политиков, которые находятся здесь, которые хотят по уголовным статьям притянуть, а там поменять на госизмену и посадить. Почему BBC об этом не пишет? Но зато они в каждый день, в каждом выпуске всегда есть, что там того посадили, того приняли. Почему не пишете про Украину это же? В Украине, я не знаю, в 100 раз больше людей страдают от этого, нежели в России. Поэтому, как бы нужно же совсем по-другому. Давайте я вам сейчас поставлю Урсулу фон дер Ляйен. Ну и дальше я вам переведу. Это то, что она говорила по поводу того, что никто не уйдет, пока не выбьют российские деньги. We have to find a solution today. The President of the Council said, and I support him in that, we will not leave the European Council without a solution for the funding for Ukraine for the next 2 years. And the two options, one of them then has to be agreed in the European Council. Никто не уйдет с саммита ЕС, пока не будет решен вопрос о финансировании Украины, заявила фон дер Ляйен, дорогие мои. Ну, Трамп сегодня тоже давал свой спич, поэтому я вам поставлю, но ни слова о Венесуэле он не говорил. Поэтому там маленький кусочек, я просто Сегодня Трамп не очень важный. Важно, что сегодня было там. И я поэтому ждал, я думал, они быстро примут решение, но, судя по всему, они с большим сопротивлением. Поехали. В своей речи он не упомянул ни о Венесуэле, как ожидалось, ни о российско-украинской войне. Вместо этого на протяжении 15 минут он говорил о таможенных пошлинах, миграции, борьбе с наркотрафиком, ситуации на Ближнем Востоке, а также о снижении налогов и цен, дорогие мои. Так что все ждали от Трампа, что он там объявит. Причем Такер Карлсон говорил, что он должен объявить был этой ночью, что они будут нападать на Венесуэлу. Поехали дальше. Великобритания предоставит Украине автоматизированные турели и ракеты для борьбы с российскими беспилотниками в рамках нового пакета помощи в сфере ПВО на сумму 600 миллионов фунтов. Дорогие мои, как сообщается на официальном сайте британского правительства, эти деньги пойдут на закупку современных оборонительных систем, предназначенных для защиты городов, энергетических объектов и ключевой инфраструктуры в условиях зимнего периода. Да, особенно когда они их воруют эти. Ну и вот политика Европы, что будет дальше. Она будет называться «Покупай европейское». Европейский Союз хочет привязать обсуждающийся кредит для Украины к жесткому принципу «Покупай европейское», сообщает Bloomberg. Окончательные параметры плана лидеры ЕС постараются согласовать на этой неделе на саммите. Дорогие мои, уберу эту фотографию. Согласно предложению, с которым ознакомился Bloomberg, более половины средств до 210 миллиардов евро в течение 5 лет планируют направить оборонным производством, расположенным в Украине. Это точно для воровства. В странах ЕС, а также в нескольких партнерах-государствах вне Союза, в частности в Норвегии. В то же время участие других стран будет жестко ограничено. Это означает, что возможности Украины тратить эти средства на американское оружие существенно сузятся. Вы поняли, да? Напомним, вопрос о кредите будет рассматриваться на заседании Совета, то есть сегодня, дорогие мои. Окей, опять же, заявление Зеленского непосредственно, что поддерживает... это вообще топчик.
Зеленский заявил, что поддерживает онлайн-голосование на следующих президентских выборах. Он подчеркнул, что проведение местных или парламентских выборов с использованием этой формы голосования пока не рассматривается. Я всегда поддерживал идею онлайн-голосования, поднимал этот вопрос еще во времена ковида, чтобы люди могли проголосовать дистанционно. Однако, пока консенсуса с парламентариями мы не нашли, заявил Зеленский. Напомним, что онлайн-голосование с высокой вероятностью может помочь Зеленскому одержать победу на выборах. Да, уже смеются даже на пробитых пабликах. Я читал комментарии по этой новости, и сами украинцы говорят, что он потужно накрутит себе потужные голоса. Потужно накрутит себе голоса, дорогие мои. Поэтому тут не надо, ну, как говорится, да, вы поняли меня, да, я имею в виду, рассчитывает на что-то другое. Окей, сейчас я хочу показать вам запорожское направление, да, и на этом будем завершать наш сегодняшний, ну, не сегодняшний, а дневной спич. Видите, уже потемнело, потому что ждал, а потом я покажу вам мосты, точнее, мост, как взрывали. Поехали, на запорожском направлении идут бои. На подступах к Орехову российские подразделения по-прежнему сохраняют зацепы за южные окраины Новоданиловки и Малой Токмачки. На западном фланге российские войска смогли продвинуться у Степового, заняв несколько лесополос. Также россияне продвинулись в окрестностях Степногорска, начав атаковать дальше на север и в сторону Лукьяновского. ИСУ отошли с позиций в районе Солнечной электростанции и на подступах к заброшенному Степногорску горнообогатительному комбинату. В Приморском продолжаются тяжелые бои. Дорогие мои, сейчас я вам поставлю кадры, то, что происходило. Я начну со взрыва самого моста. Ну, а теперь, конечно, последствия. Там женщину жалко, конечно. Люди гибнут, к сожалению. Смотрим, дорогие мои. Приход по мосту. Ось що. Шахет ударив. Машина. Бігом евакуація! Людей! Стріл! Перенести помог! Поможіть перенести, давай зброю, я свій! Поможіть перенести! Люди, головне люди! Головне люди! Сюди. Ось він довдарив. З'єднання. Ну, вы видели сами, куда ударил дрон. Кто хочет раньше за этим смотреть, ссылка в телеграм-канал у меня прямо под каждым видео, дорогие мои. Я еще раз говорю, что это, к сожалению, думали, что там никого не будет, скорее всего. Ну, он не мог идти, там, видели, какая стрельба там на второй заход, для того, чтобы пропустить машину. Там, как пишут, что были 3 детей, все нормальные, просто они в шоке. А, к сожалению, их мать погибла. Или бабушка, я даже не знаю, кто, к сожалению. Дорогие мои, приношу соболезнования от всех одесситов, вот к этой женщине, с которой так произошло. Вот. Но результат для всех одесситов будет позитивный. Перебить им вот эти 2 артерии, и, как говорится, Одесса будет спать спокойно и намного легче. Подписываемся, дорогие мои, кто не подписан, и я вас всех обнял.